Всем доброго дня! Сегодня у нас с вами будет репетиция приготовления рождественского торта под названием «Цветочное полено». Каждое Рождество я украшаю маленькое поленце и сжигаю его в печке. А в этом году решила его еще и испечь. Ну что ж, приступим. Для начала мы включаем духовку, чтобы она у нас хорошенько прогрелась, пока мы будем замешивать тесто для нашего бисквита. Затем в яйца добавляем немного соли и взбиваем миксером. Теперь нужно добавить сахар. Чем мельче будут его крупинки, тем лучше взобьется ваша яично-сахарная смесь. И тем воздушнее будет ваш бисквит. И поэтому, немного подумав, я решила вместо сахара использовать сахарную пудру, которую нужно постепенно добавлять к яйцам. В это тесто не требуется добавлять соду. Но если вдруг кажется, что вам не удалось очень хорошо взбить яйца, то можно добавить немного разрыхлителя для теста. Муку смешиваем с какао и просеиваем через сито, чтобы удалить все комочки. Эту мучную смесь также порционно добавляем во взбитые яйца и аккуратно перемешиваем ложкой, не используя при этом миксер. Выкладываем тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой пластом толщиной 5-7 мм. Пергамент смазывать растительным маслом не нужно. Тесто должно зафиксироваться на пергаменте. Но лучше будет, если ваш пергамент будет очень хорошего качества и силиконизированный. Выпекаем корж 10-15 минут при температуре 180 градусов Цельсия на средней полке. Очень важно его не пересушить, иначе вам не удастся свернуть его в трубочку. Пока корж выпекается, расстилаем полотенце и обильно увлажняем его водой. Моему коржу хватило 10 минут. Перекладываем корж на полотенце и аккуратно сворачиваем его трубочкой. Так рекомендуют многие хозяйки. Некоторые рекомендуют даже удалить пергамент. Я же теперь думаю, что стоит накрыть корж еще одним пергаментным листом сверху, чтобы потом не приходилось возиться со стиркой полотенца.
Рулетик откладываем в сторону, чтобы он остыл, и в это время займемся приготовлением пропитки и кремов. Для пропитки нам понадобится варенье, бальзам и вода. Все эти ингредиенты смешиваем между собой в вазочке. Все ингредиенты и их количество будут указаны в описании к видео и в закрепленном комментарии. Для сливочного крема жирные сливки взобьем с сахарной пудрой и мягким сливочным сыром. Для украшения нашего рождественского полена приготовим шоколадный крем-ганаш. Я решила купить крем быстрого приготовления, чтобы немного облегчить рабочий процесс. Немного молока и порошковый крем. Все хорошенько перемешиваем, накрываем пленкой и ставим на несколько часов в холодильник. Остывший рулет аккуратно разворачиваем, смазываем пропиткой и выкладываем на него сливочный крем. Затем аккуратно его сворачиваем. Если вы тот самый человек, у которого не получаются ровные рулеты, я вас поздравляю, это ваш звездный час. Потому как ваш кривой рулет обязательно превратится в самое что ни на есть реалистичное полено. Сверху наносим шоколадный ганаш. Немного забегая вперед, скажу вам, что этот крем имеет очень насыщенный вкус темного горького шоколада. И, на мой взгляд, немного перебивает вкус других составляющих торта. Я ни в коем случае не хочу сказать, что крем плохой. Даже наоборот, это говорит о том, что при его производстве не пожалели хорошего и качественного какао. И любители темного шоколада были бы очень им довольны. Но так как я предпочитаю шоколад молочный, то поэтому в следующий раз приготовлю шоколадный крем сама. Небольшие узоры вилкой, немного хвойных веточек, ягод замороженной клюквы, и наше рождественское полено готово.
Не съедайте его сразу. Немного полюбуйтесь своим творением, а заодно и дайте хорошенько пропитаться. И тогда на вашем праздничном столе этот торт будет не только красивым, но еще и очень-очень вкусным.